Добрый день. Это небольшая демонстрация работы VR Blender. Шлем у меня всего лишь Oculus Rift DK2, поэтому будем работать с тем, что есть. Blender версии 2.92, то есть свежая, стабильная. Как вы можете видеть, у меня VR уже активирован, SteamVR. И это, так скажем, мой стандартный дом. Теперь в Blender включаем режим VR-сессии и можем увидеть обычную сцену с кубиком по умолчанию. Можем даже попытаться что-то сделать с этим кубиком. Вот, как мы видите, создали Сюзанну. Ну и практически все, что я делаю, это подсматриваю щель между носом и нижним краем шлема, чтобы немножко видеть, что я нажимаю на клавиатуре. И непосредственно внутри VR режима я ничего не вижу, кроме объектов сцены. Так, теперь попробуем загрузить другую сцену, более наглядную. Это всем известная классическая спонза от Crytek. Сейчас мы попробуем по ней подвигаться. Для этого я беру камеру, привязываюсь к ней. Это не та камера. Собственно, где? Вот. И теперь надо еще заблокировать у нее ось X. Вот в такой позиции мы начнем. Ну, не знаю, насколько хорошо вам видно то, что отображается с левой стороны. Ну, в целом могу сказать, что именно внутри VR ощущение от нахождения внутри спонжа просто фантастическое. Даже несмотря на то, что отсутствуют какие-либо тени. Ну и вообще, кстати, в этом режиме надеяться на предпросмотр рендера от Cycles бесполезно. Да. Вот это необычная функция, то что привычная для управления FPS нажать пробел, в блендере это телепортация до ближайшей стеночки. Да, VR это довольно резко и может быть неприятно. Поэтому попробуем пройти на второй этаж, используя кнопочки Q и E.
для перемещения по высоте. Вот так мы всю спонжу можем посмотреть с разных сторон. Тут у нас какой-то вентиляционный коридор есть, в него можно заглянуть. Но ничего интересного в сущности нету. И можем посмотреть на все это со стороны. Тут у нас есть два вида крыши с рельефом и без. Ну, понятно, это, в принципе, уже никто не увидит, потому что спонжа была сделана для того, чтобы разглядывать ее изнутри. А снаружи вот такая скучная кирпичная коробка. И теперь попробуем что-то, скажем так, отредактировать. Вот такой вот ноклип. Возьмем, например, попробуем переставить вот эту вазу. Так, а у нас там еще одна ваза была. Ну, уйдет подальше. Вот взяли и поставили на стенку одну вазу, а эту в центр. Ну, как я уже говорил, это все делается вообще вслепую. То есть я немножко подсматриваю, что я там делаю через нижний край шлема. Ну, а здесь внутри VR-режима практически никаких средств управления нету. То есть даже если я хочу, например, взять что-то отредактировать, мне придется подсматривать снизу, что именно я выделяю, какие части. Ну, то есть куда у меня на экране попадает мышка. Да. Все немножко криво и неудобно. Я даже не вижу, собственно, что я делаю. Ну, я надеюсь, что в целом этой демонстрации вам пока достаточно. Да, если посмотреть в настройки блендера, здесь в списке аддонов, собственно, 3D View VR Scene Inspection, это аддон. Это не является именно частью программы. И он пока еще находится в стадии разработки. Все еще только начинается. И, может быть, уже через пару месяцев мы увидим что-то больше. А может и не через пару, может быть, пройдет полгода или год. Кто его знает. Вот так. Спасибо за внимание.